Михаил, здравия. Пожалуйста, расскажите, как у вас ощущения от приема синтезита? Здравствуйте, Александр. Что могу я пояснить по поводу приема синтезита? Могу отметить, что у синтезита присутствуют только положительные воздействия, никаких симптомов, там, это ухудшение состояния во время приема я не наблюдал, не испытывал. Во время приема синтезита произошли только, в принципе, улучшения общего состояния организма. Такие как, допустим, дыхание, ну, дышать стало легче. Прошло такое ощущение тяжелого сердца, тяжелой работы сердца. Да? Вот можно было бы с воздействием аспирина, ну, вот когда бывает аспирин выпьешь, вроде как полегче становится. Вот я бы, да, наверное, сравнил. Потом нормализовался сон. Требуется намного, в принципе, меньше времени для отдыха организма. С приемом пищи также у меня, могу сказать, пищи стало, ну, требуется достаточно меньшее количество, достаточно двух приемов пищи в день. Вот. Ну, самое для себя заметное, вот хотелось бы отметить, что у меня прошли болевые ощущения в суставах локтей. Вот. Хотя достаточно длительное время у меня, в принципе, они болели. Практически это было для меня обычное состояние. И вдруг раз, и в принципе, они перестали у меня болеть. Вот. Ну, опять же, хочется отметить, спокойнее стал относиться к происходящему вокруг, хотя вот вроде как сил и бодрости больше. Вот по моим ощущениям, вкратце так. Интересно, давайте конкретизируем какие-то моменты вот, по пунктам. Я пометил себе. Вы сказали, дыхание стало легче. А в чем это выражается? То есть был раньше заложен нос и освободились носовые пазухи или что? Да, был достаточно часто закладывал нос, сейчас, ну, есть, но достаточно так, ну, намного легче, намного легче. Свободнее стало дыхание, я бы сказал. Мгм. Хорошо, а вот со стороны сна пояснение небольшое. В чем это выражается? То есть стало легче засыпать? Нет, я всегда засыпал достаточно легко, мне просто меньше времени надо на отдых, допустим. Если до этого требовалось там, ну, часов там 4-5, да, сейчас достаточно, в принципе, 3 часа себя чувствуешь нормально. Ну, ты бывает, ложишься там в 3 часа ночи, да, встаешь в 6, в принципе, вот просто выспавшись. Вот, ну, вот как-то так. А, Михаил, извините, вы не уточнили, сколько вам лет? Мне 45 45 будет лет. летом. И вы, получается, спите по 3 часа в день. Ну, нет, я, как бы сказать, бывали моменты, когда я ложился там достаточно там в 3, вставал в 6 и чувствовал себя нормально. Но нет, обычно часов 5 я сплю для меня. Хорошо. А по поводу локтевых суставов, был какой-то диагноз или просто боли? Это травмы, скажем так, они давнишние, ну, от тяжелой физической работы, скажем так. Вот. Никуда не обращался, потому что, ну, смысл я не вижу обращаться. Э, Поставить диагноз ревматизм и все, или там еще что-то в этом роде. Лечение вряд ли какое-то будет. Так что я не обращался. Хорошо, понятно. А по поводу спокойствия, перелива сил еще хочется узнать пояснение. Вот сначала по поводу спокойствия, как вы это ощущаете? Ну, раздражительности нет такой. Скажем так, а, более философски на все стал смотреть. Хорошо. А прилив сил и энергии, вот в чем это выражается? Вы как-то это измеряли или просто чувствуете, что можете сделать Нет, больше? я не измерял, просто достаточно самоощущение того, что у тебя полно энергии, там можно много что-то сделать, там, понимаете, какое-то такое вот бодрость, я бы сказал, такая. Мгм. То есть повышение жизненного тонуса. Да, можно и так сказать. Мгм. И последнее уточнение вы сделали насчет сердца. Вот можно немножечко поподробнее, какие симптомы вы ощущали, были ли у вас какие-то диагнозы или измерения, и как вот у вас все прекратилось? Сразу или постепенно? Ну, насчет сердца у меня ну, аритмия ставилась.
Вот. Но опять же, при медкомиссиях. Ну, никакого лечения я не проводил, сильно она меня не беспокоила, просто периодически было, скажем так, ну, тяжелое ощущение в левой части, что вроде как бы тяжело работает. Вроде кровь тяжело качает, ну, понимаете, как-то вот. Я не могу это описать. Вот такие вот ощущения. Вот. Ну и потом, в принципе, оно как-то все незаметно так пошло на спад, и сейчас достаточно себя бодро чувствую в этом плане. Мгм. Вы пропили, получается, одну банку. Да, Это да, одно. когда вы ее закончили, сколько вот длится вот перерыв? Сейчас я посчитаю. Так, смотрите. Заказал, оплатил я 31 января 2020 года. Пришло мне через 2 месяца. Я посчитал 27-го, нет, 30-го я ее получил, эту посылку. В тот же день, в принципе, начал пить с 30 Марта. марта. С 30 марта, да. Где-то числа до 27, наверное, апреля. Вот так вот. Мгм. То есть сейчас получается уже где-то 10-11 дней перерыв. И как вы ощущаете Да. себя? Вернулись ли вот симптомы в сердце, в локтях? Ну нет, в локтях нет, не ощущается. Ну, в сердце тоже так не ощущаю, чтобы что-то там на ухудшение пошло. Мгм. А по общей энергетике как ощущения? Ну, по общей энергетике есть небольшой, скажем так, спад в плане вот этой вот э, насыщенности энергии организма, не знаю, как это выразить, жизненным тонусом, как вы выразились. Вот. Небольшой спад есть, да. Мгм. Ну, надо понимать, что вам 45 лет вы этих веществ не получали, и все-таки должен пройти какой-то период накопления, чтобы зафиксировать результат по вот этой энергии. Да, Мгм. я понимаю. Хорошо. Если можно, в двух словах, как вы вообще для вас синтезит? Что это для вас? Хм. Синтезит, ну, я бы, наверное, сказал, что это все-таки, если хочешь быть здоровым, принимай синтезит. В двух словах так. Хорошо. Будем считать, что это и пожелание нашим зрителям. Давайте сделаем это и пожеланием. Спасибо большое за интервью. Было очень приятно. Желаю вам здоровья. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. Просто М, исчезли. Ну нет, таких не было у меня. Но хочу, знаете, еще отметить. Мелкие ранки быстро заживать стали. Я, кстати, да, когда начал принимать, порезался прям, буквально к вечеру она затянулась, да, я достаточно удивился, да. Ну, не глубокая мелкая ранка, но, да, скажем, до этого у меня достаточно, ну, там, уже не молодой организм, в принципе, дня 2-3 надо было, это буквально к вечеру. Я так удивился, говорю, надо же. Ну да. Да, так что да, да, да.